В Северной Корее, наверное, тоже это кушают. Вкусно. Шалом алейхем. Здравствуйте, товарищи, камарады, мадам и месье, ladies and gentlemen, дамы und herren. В общем, всем привет. Сегодня будет чудо из чудес. Праздничное блюдо, хотя праздник тут, в общем-то, какой-то проблематичный. Я уже так недели две, наверное, никак не мог собраться что-либо приготовить. Благодаря русскому языку, на котором, в общем-то, вещалось до сих пор, что-то создавалось. Хотя те ролики, которые были на нашем канале, посвящены корейской кухне, они были, в общем-то, на иврите, потому как не хватает на Святой Земле. Вот. Но все же я, наверное, сегодня буду делать этот ролик тоже на русском, потому как смотрят наш канал в разных местах, хоть и не праздник, в общем-то, какой-то такой вот на территории моей бывшей родины, но тем не менее напрашивается что-то, ну, чуть-чуть разбавляющее все безобразие, которое, в общем-то, происходит. Хотя кто-то мне говорит, что ничего не происходит, все чудесно. Итак, сегодня джапче. Джапче – это праздничное корейское блюдо. В переводе джап. Смешанные че. Овощи, то есть смешанные овощи. Изначально где-то как-то так было. Блюдо возникло бог знает когда, в начале 17 века. Считалось праздничным при дворе какого-то великого корейского императора в то время, как имеющего место быть в Корее. Изначально там не присутствует чудесный продукт, который называется glass noodles или cellophane noodles или бататовая вермишель, скорее всего, это самый точный перевод. Этот продукт появился где-то в прошлом веке, переехал в Корею из Китая, был честно ассимилирован на местную почву, и, в общем-то, на сегодняшний день вот эта вот чудесная вещь, она как бы считается неотъемлемой частью блюда. Вот вся вот эта вот прелесть, все вот это изобилие, оно в конце концов будет каким-то образом приготовлено. Сейчас мы начнем и, в общем-то, вперед, на баррикады. Мясо нарублено, нарезано, порезано. Маринад, соевый соус. У меня где-то грамм 400 мяса, то есть, ну, здесь я так подозреваю, что-то вроде пару ложек столовых соевого соуса. Сюда же кунжутное масло, какая прелесть. Без кунжутного масла не бывает корейской кухни вообще нигде. И что-то вроде ложки полторы сахара. Так, сейчас вот это вот все перемешивается и оставляется какое-то время мариноваться. Может мариноваться час, может мариноваться полчаса, может два. Маринад на самом деле такой же, как и делается на бульгоке. То есть очень быстро обжаренное мясо на гриле или на сковороде, не важно. Пока что я это убираю в холодильник, это не нужно. Я нарезаю овощи.
ничего не выкину, конечно же. Лук. Вообще-то лук идет белый. Ну, пардон, белого у меня не оказалось. Я думаю, хуже не будет с таким. Шимоджи? Шимоджи? Шимоджи. Шимоджи Машелс. Шимоджи. Название у них. Все. Вот красиво.
коричневый сахар. Вишенцвель. Нет, сначала размешай. Кондицию. Как без семян кунжута? Никак. В Северной Корее, наверное, тоже это кушают. Мейлен предпрение. Вкусно. Очень вкусно. Спасибо за просмотр.